Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Весы. Таро прогноз. Старинный цыганский пасьянс. События ближайших дней. Давайте узнаем, что у нас произойдет совсем скоро. Может быть, со дня на день. И тут у каждого по-своему. И поэтому я не ставлю сроков для видео. У кого-то за пару дней, у кого-то наоборот растягиваются вот эти события или решение того или иного вопроса. Кто-то пишет: "У меня вообще ничего не совпало", и я тоже понимаю, что ну да, и такое вполне допускаю. Будем реалистами, мои дорогие. Ну, давайте узнаем. Сентябрь у нас в целом месяц ясности. И чтобы не останавливаться подробно и долго на планетарных транзитах, я вас приглашаю на свой сайт. Оставлю ссылку в описании под видео. Перейдите, прочитайте. Я думаю, подсказок будет еще больше. Итак. Я бы, знаете, сказала единственный такой момент, что, как словами Марии Кюри, сейчас время больше знать, чтобы меньше бояться. И не прятать, и не прятаться точно. Не прятать — это не имеется в виду, что мы чего-то, кого-то испугались. А когда мы какую-то проблему не утрамбовываем в нас самих, не устраиваем себе сеанс самокопания и понимаем отчетливо, что же на самом деле происходит. А не прятаться — это когда мы тоже не надеемся на авось и не уходим от какой-то проблемы или вопроса. Вот какое-то вам неожиданное событие, мои дорогие весы. Колокол. Это может быть событие, как в средствах массовой информации, что-то мы здесь услышим. И придется, видимо, правильно либо провзаимодействовать, или, знаете, весь сентябрь не происходит чего-то, ну вот как просто так. Для чего-то нам это или зачем-то нужно. И даже если мы слышим, ну, как общая какая-то информация, что-то нужно додумать. Может быть, в разрезе с вашими планами, ну, построением какой-то цели, намерения. Люди, мои дорогие. С людьми тут тоже может быть связано. Даже если вы слышите какую-то новость от конкретного человека или судьба сводит с конкретным человеком. Ну, есть все-таки причина и следствие. Тоже зачем-то нам это нужно. Вот смотрите, у вас сердце. И я так думаю, что это та новость от человека вам хорошо знакомого. Может быть, что-то вы узнаете. Ну, и вот тут у каждого по-своему, каким образом это будет обстоять или с чем будет связано. Может быть, это какое-то предложение для вас, как гром среди ясного неба. Почему нет? И смотрите, сердце в одном квадрате практически совпадают. Сердце, любовь, при какой-то, может быть, неожиданности, новости, информации и еще прочная связь. Поэтому я вижу, как минимум, ну, есть какая-то персона, с которой у вас есть еще как продолжение отношений. Или то, что, по крайней мере, пока, ну, это не завершается, продолжение следует. Вот, кстати, да, теперь я могу точно сказать, вот это значение сердца, ведь в нашем пасьянсе есть такие моменты, когда совпадают сразу несколько символов, они дают одно значение. Как, к примеру, если выпадает сердце и одновременно выпадает нож, разбитое сердце. Здесь нет, здесь просто сердце. Костер, и это семейный очаг. Может быть, это какая-то новость от близких людей или решение какое-то. Может быть, ну, даже что-то радостное, приятное, но вы к этому можете быть не готовы. Это для нас словно вот так вот немножко гром среди ясного неба. Такое может быть. Будьте где-то к этому готовы. Могут быть, кстати, вопросы не с близкими даже связаны, да, тут как бы разная тематика, мы и разную информацию можем слышать. Но вот это вот значение костра или семейного очага для кого-то может означать домочадцев, а для кого-то конкретно вопросы по месту вашего пребывания, проживания. Или
дома вы что-то намереваетесь сделать. Или, ну, если у кого это проигрывается или кому это актуально, переезды, может быть, и так, я такое допускаю. Значит, вы будете тоже что-то реструктурировать, переделывать, продумывать, скорее всего. Итак, смотрим дальше. Совпадают у вас еще гости. А может быть, это не такое неожиданное известие о том, что гости какие-то к вам идут на порог, или вы в гости едете, или просто начнете собираться. Что еще у нас совпадает? Не вижу я пока совпадений. Нет, вот еще вижу. Смотрите, выпадает змея. И, кстати, змея и колокол. Это от какого-то человека тоже. То есть мы все разные, правда? Вот смотрите, может быть, это какая-то радостная даже новость, но есть по змее это всегда какая-то скрытая персона, которая вам себя не проявляет, по крайней мере, то, что думает, или как человек оценивает какое-то событие. Вам транслируют одно, а по факту у человека на душе совершенно что-то другое. Поэтому тут самому надо быть хитрее. Включайте сами змеиный режим, мои дорогие. Мы знаем в целом, что змея наблюдательна, она где-то выжидает, анализирует. Хозяйка года нам и советует где-то применять вот такие режимы. Видимо, вам в ближайшие дни это совершенно необходимо, потому что информацию как минимум дели надвое, или получил информацию, ищи дополнение, или подтверждение, или наоборот, опровержение. Может быть, мои дорогие, и так. Но, видимо, здесь может быть как злорадство, я это допускаю, или какое-то противодействие. А я бы вам сказала, мои дорогие, не рассказывайте о себе много. Не давайте повод ни для каких-то бесед пустых или для обсуждения ваших лично дел, а уж тем более ваши мечты, потому что счастье и удача любят тишину. Ну, вот теперь продолжим. Ну да, теперь я не вижу совпадений. Что прояснится? Что для вас, мои дорогие весы, в ближайшие дни прояснится? Какой вопрос? Если мы говорим сентябрь, месяц ясности, вот по какому вопросу, теме у вас наступит ясность? По отношениям. Опять же, либо близкие, либо в семье, либо родственники, друзья тоже могут проходить по этой карте, но шестерка кубков – это те, которых мы уже знаем. Это не есть новый человек. Значит, у кого-то это, к примеру, может касаться личной жизни, да, как я говорила. Вот круг ваш ближайший окружение. А у кого-то это может быть коллеги, соседи. Вот я такое тоже допускаю. А что это будет, что прояснится? А какой-то праздник будет. Ну, есть повод для радости, мои дорогие. И пусть у вас что-то хорошее случится. Может быть, это кто-то вам откликается, делает подарок. А почему нет? Такое может быть вполне. Или какая-то возможность. И будьте внимательны. Вот почему, знаете, когда мы в течение сентября делаем какие-то выводы или мы делаем важный выбор, мы должны быть предельно внимательны, потому что не попасть в какую-то собственную догму, догму убеждений. Или не думать, не надеяться, что ну, как-то оно само по себе изменится. Я об этом говорила в самом начале. Но и, может быть, на каком-то первом этапе не отказываться от чего-то. Ну, к примеру, если состоится важный диалог, и вы проясните какой-то вопрос с тем человеком, с которым вы, к примеру, поссорились или не нашли взаимопонимания. Так вот, не найти взаимопонимания мы могли. Но, может быть, откровенные разговоры как раз и нивелируют, сводят к нулю какой-то конфликт или вот какую-то неурядицу, и тогда будет праздник. Поэтому как оно будет дальше, мы, опять же, наблюдаем, ну, может быть, в змеином режиме, но я бы сказала так. По крайней мере, я основываюсь на том, что я вижу. Ну, давайте еще одну карту. Может быть, это вы будете, ну, вот как какой-то тройственный союз. Мы говорим любовный треугольник, да, когда третий лишний. Вот здесь тоже возможно, мои дорогие весы, вам придется как бы из двух, может быть, даже вариантов что-то выбирать одно.
Может быть, это и по работе. Но выбор, похоже, стоит. Ну, по крайней мере, прояснится точно. Смотрите, здорово карты ложатся. Я надеюсь, видно. И если есть, как, пусть даже это дежавю, это карта вдохновения, это карта хорошего настроения, но это какие-то приятные моменты. Может быть, это и будет неожиданностью, но может быть, это что-то само по себе разрозненное. Но если мы говорим, что прояснится, задаем вопрос Таро, то явно по отношениям с теми людьми, которых вы знали, и если была какая-то путаница или был, ну, какой-то нестабильный союз, тройка кубков, я сказала, или выбор, или любовный треугольник, или, ну, было очень много мыслей по этому поводу. Ведь тройка кубков, да, она передает эмоции, вроде радость, но нет какой-то базы, потому что базу нам уже дает двойка. И вот нам, посмотрите, карта вам выпадает, мои дорогие весы. Это карта любви, карта дипломатии, взаимопонимания, искренних отношений. И это когда мы понимаем друг друга без слов. Поэтому, повторюсь, если стоял какой-то конфликт, почему он возник и как его свести к нулю. Все ваша дипломатия, если вам стоит захотеть, и, может быть, это вам даже через какие-то события или какую-то информацию придет весть, почему конкретный человек так поступил. Или, может быть, это ваше какое-то будет решение, кстати. Потому что вы слышите что-то или надоело ждать, надоело терпеть, надоело соглашаться. Ведь тут у каждого по-своему будет. И по колоколу, ну, здесь все равно побудительный мотив – внешняя ситуация. Но, может быть, она вас подталкивает к какому-то судьбоносному решению. 3 карты мы с вами достанем. Знаки судьбы. Давайте, 3 знака судьбы для вас, мои дорогие весы, в ближайшие дни. Что? Какая подсказка? Ну вот приготовься, нам как будто карта говорит, что жизнь твоя, может быть, идет вот так вот, ну, в каком-то равновесии, а потом идет ускорение. И восьмерка жезлов – это всегда динамика, это скорость, это неожиданная, опять же, информация. Это какая-то внезапная новость. Может быть, получение, ну, какой-то важной бумаги, документа, или это будет в виде сообщения, ну, может быть, и на e-mail, но тут мы уже не ограничиваемся в нашу цифровую эпоху, это может быть любым образом. Но для нас это какой-то плюс. И если было прежде как стоячее болото, вот теперь мы устремляемся вперед. Это еще и карта скорости. И в некоторых колодах это карта трансформации. Все то, что я говорила, можно, ну, знаете, как соединить в один узор. У вас действительно какой-то трансформационный, мои дорогие весы, период, который может требовать и согласований, и дипломатии, и важных судьбоносных решений. И не оставь что-то на завтра. Это как знак судьбы. Не думай, что все как-то там само отстроится, придет к своему знаменателю. Оно-то да, оно придет. Но уже ты получишь конечный результат, который ты не сможешь уже изменить. А вот сейчас ты на эту ситуацию можешь влиять. Вот такой знак судьбы. Второй знак судьбы, вторая карта. Опять карта скорости, но тут все серьезнее, потому что старший аркан. И повторюсь, старший аркан – это когда мы что-то слышим, видим со стороны. Это вот сродни тем событиям, которые не мы инициировали, но какое-то наше участие предполагается. И мы на выборе, Его Величество выбор, и причем при определенной скорости. Возможно, у вас даже не будет много времени для того, чтобы, ну так, продолжительно размышлять. Может быть, и придется. Вот знаете, как короткий отрезок времени, минут 15-30, у кого там как, да? Но именно в эти 15 минут вы анализируете что-то. Возможно, на бумаге пишете «за», да, пополам разделили лист «за» и «против». И пытаетесь, а бумага нам часто помогает, как будто наглядно увидеть ситуацию, вот как на ладони. Может быть, вам это будет где-то помогать, потому что тут такое не просто, ну, как судьбоносное определение, решение, а это то, что будет продолжаться. Нам единственная карта
говорит это как знак судьбы: не оглядывайся назад. Тебе отсюда только вперед. Но карта ведь о чем? Мы словно ехали, да, вот, и приехали. Это как Т-образный перекресток. И нам прямо уже не получится. Либо направо, либо налево. Ну вот буквально так шутливо в карте прописано: туда или сюда. Но определяться придется. Но только не назад. Третий знак судьбы. Вы как под защитой ангелов, высших сил, мои дорогие весы. Шестерка пентаклей. Это да, где-то его величество случаи. Иногда как фортуна, мои дорогие, тоже такое. Но это не та фортуна, как колесо фортуны, которую мы ждем. Это, наверное, когда высшие силы, ангелы небесные, ну, нас вдохновляют и поддерживают, когда мы что-то делаем или решаем правильно. Тут тоже ведь, как любая карта, имеет множество значений. Да, эта карта еще финансового успеха и, может быть, какая-то денежная тема, которой вы должны уделить определенное внимание. И вот ведь нам о чем говорят. Если мы хотим решить какую-то финансовую ситуацию, или мы и решаем что-то по работе, по занятости, по заработкам, откуда к нам приходят деньги, то высшие силы как будто помогают. Но по этой карте имеется в виду движение в сторону нас, и когда мы больше сохраняем самих себя, свое благополучие, финансовый достаток, доход буквально. И карта нас тоже предупреждает. Помни, что рука дающего завтра может стать рукой просящего, поэтому контролировать и еще раз контролировать — это не есть как жесткий какой-то контроль, непримиримый, но, видимо, какой-то дебет-кредит или поступило, убыло, или контроль своих расходов, или какая-то реорганизация, может быть, вашего бизнеса, она совершенно необходима. Или откуда приходят деньги, каким образом, может быть, еще что-то доизучить вам придется. Ну, наверное, самые разные направления, но вы как будто должны понимать вот именно очень четко, откуда приходят деньги, в каком количестве и куда они потрачены. И подразумевает эта карта, ну, когда мы себя не в ноль обесточили. Заначка, наверное, вот, мои дорогие, потому что именно в плане прихода денег или решения каких-то финансовых вопросов, у кого-то это может быть жилищный вопрос. Мы тоже можем свести в целом к финансам, потому что, ну, это наше имущество, движимое, недвижимое. Кстати, у кого-то вопросы, связанные с автомобилем, такое тоже может быть. Ну, вот это все нужно держать под контролем. Вот посмотрите, какие 3 волшебных аркана у вас выпали как знаки судьбы. Восьмерка жезлов, карта динамики, скорости, трансформации, но таких, знаете, счастливых перемен. Мы ведь можем тоже сказать: не, показалось, это ерунда. И все, и мы упустили время. Мы можем, ну, где-то в нерешительности топтаться на месте, тянет прошлое назад, а карта говорит: ни шагу назад. Вот так. А шестерка пентаклей требует от нас и самоконтроля, ну и контроля вообще всего, что вокруг нас происходит, а плюс еще и финансов. Да, это совершенно перед нами открывается какой-то новый путь, причем очень добрые карты. И вверху-то тоже посмотрите, мои дорогие. А ведь мы можем, ну, так это застрять в одном моменте и сказать: не, что-то такое новое. Я там никогда не был, или я никогда с этим не имела взаимодействия. Дай-ка я еще подожду. А может быть, потом я увижу, во что это выльется. И мы можем так поставить что-то на паузу, не решившись. Ну, а потом выбор будет как будто высшие силы делать. Ну, или его величество случай, давайте так. Скажем, реально, правда? А тут с этими случаями нужно, предлагают вам провзаимодействовать, и тогда бонусов будет куда больше. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые весы. И я благодарю, что вы смотрите мои видео, пишите волшебные комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.